Монитор Audio Silver 107-го поколения — это самая настоящая прелесть. Шпанированные боковины, шпанированная передняя панель, шпанированный верх, шпанированная задняя стенка. И ты посмотри, что скрывается под этим аккуратным магнитным грилем. Вау, это же самая настоящая красотища. Итак, дружище, сегодня я расскажу тебе про новые полочники монитор Audio Silver 107-го поколения. Когда-то давным-давно у меня были сильверы, по-моему, первого или второго поколения, и у меня до сих пор осталось вот то приятное впечатление хорошего, качественного звучания, которым славится акустика монитор Audio серии Silver. Седьмое поколение уже обновленное, переработанное, и нововведение касается как твиттера, так и мидбаса. Во-первых, и твиттер, и мидбас изготовлены из алюминиево-магнезиевого сплава. Твиттер при этом покрыт настоящим голдовичем, но думаю, что золотое напыление здесь несет скорее эстетическое, дизайнерское значение, чем имеет какой-то практический смысл, связанный с качеством звучания. И конструкт для твиттера разработан специальный волновод со специальной решеткой. И решетка, которая закрывает твиттер, ну, так сказать, металлический гриль, имеет шестигранные отверстия, которые призваны синхронизировать фазу с мидбасом. То есть твиттер и мидбас работают в одной фазе. И также конструкция твиттера специально доработана для того, чтобы звук, который выдает твиттер, был максимально линейным, чистым, четким. Также волновод, вот эта вот черная штука вокруг твиттера, это называется волновод. Это довольно сложная тема для каждого разработчика акустических систем, потому что, в принципе, компьютерное моделирование, какие-либо методы компьютерных разработок здесь не работают. В основном хорошего результата можно добиться только экспериментированием с физическими волноводами. Например, Klipsch делает специальные рупоры Tactix, да, и патентует свои работы. Монитор Audio изготовила же по своей технологии свой волновод для твиттеров и тоже, конечно же, забортовала, потому что все это довольно-таки сложно, и только с помощью вот физического экспериментирования можно добиться хорошего результата. Интересно, что и твиттер, и мидбас крепятся к корпусу всего одним болтом, и те болты, которые есть на задней стенке, они здесь именно с той целью, чтобы удерживать твиттер и удерживать мидбас. В большинстве обычных колонок акустических систем динамики крепятся с помощью множества винтов либо шурупов по периметру динамика, но здесь же использовано специально одно крепление. Естественно, что для твиттеров и для мидбасов монитор Audio разрабатывает специальные корзины, специальные корпуса, направленные на то, чтобы избавить акустические излучатели от резонансов и добиться максимальной линейности и максимальной естественности звучания. Что касается мидбаса, то он имеет диаметр аж целых 20 сантиметров. Если быть точным, то целых 203 миллиметра. Если 3 миллиметра, конечно, для тебя имеют какое-то значение. Интересно, что подвес динамика имеет форму обратной волны. И его функция не только обеспечивать движение диафрагмы и возврат ее обратно, но также материал, из которого изготовлен подвес, обеспечивает снижение резонансов и убирает лишние искажения от звука, который излучается непосредственно в твои уши, мой дорогой любимый аудиофил. Мидбасовый динамик изготовлен так же, как и твиттер, из алюминиевого магниевого сплава, но мидбасовый динамик также скомпонован вместе с специальным керамическим материалом для того, чтобы добиться максимальной легкости и прочности этого динамика. Потому что алюминиевыми динамиками, алюминиевыми диффузорами пользуется довольно большое количество компаний.
И для того, чтобы изготовить что-то свое, что-то максимально хорошее, что-то максимально качественное, монитор аудио придумали, что необходимо компоновать алюминиево-магниевый диффузор вместе с керамическим покрытием. И сделано это, в принципе, на молекулярном уровне, то есть каким-либо образом разъединить динамик на два слоя тебе не получится. Еще также для увеличения прочности и улучшения качества звука на динамике сделаны специальные шестигранные углубления. И эти углубления сделаны не случайным образом, они имеют форму такого как бы эллипса, который бегает по всему динамику, и смотрится это на самом деле фантастически. И обеспечивает повышенную жесткость динамика. Мало того, что эти шестигранные углубления обеспечивают повышенную жесткость, они еще влияют на тот акустический сигнал, который источает этот динамик. На задней стенке расположен фазоинвертор, опять-таки изготовленный по фирменной монитор-аудиовской технологии. На фазоинверторе опять-таки имеются специальные насечки, специальные углубления для того, чтобы снижать уровень шума, исходящего воздуха, исходящей звуковой волны. И также на задней панели есть клеммы для подключения динамиков. Короче, можно подключать эти динамики либо с помощью бивайринга, либо с помощью биампинга, ну либо с помощью одного провода поставить перемычки, как ты захочешь. Сотые силверы доступны в разных цветах. Например, эта светлая осина выглядит абсолютно фантастически, и прямо вот можно как видеть, так и чувствовать, проводя пальцем, вот эту текстуру дерева, текстуру шпона, которым они обработаны. Все кантики, все края сделаны нетипично для британцев качественно. Они просто настолько идеальны, что не до чего докопаться. Это на самом деле великолепный финиш. Кроме осины есть темный орех, ну, в принципе, он еще называется walnut. Есть белый цвет, но если твой интерьер именно белого цвета, то тебе подойдут белые динамики. Есть черный шпоновый финиш. И последний, самый заключительный, на котором остаются отпечатки пальцев при прикосновении, это черный лаковый финиш. Короче, все они выглядят восхитительно, и, конечно же, все имеют магнитные грили, которые просто вау. Послушать в Риге ее можно в салоне High Fidelity на CESU 33. И как же она звучит? Сегодня мы послушали эту акустику с помощью разных усилителей. Ну вот, во-первых, конечно же, особое впечатление на меня произвел звук, который выдает монитор аудио вот с помощью этого вот лампового квада. Звучит абсолютно замечательно. И интересно, что мощность этого лампового квада всего лишь 12 Вт. И слушали мы его примерно на половине, не больше. Но ты знаешь, мощности ему хватило более чем достаточно для того, чтобы раскачать эти крупные, я бы так сказал, полочники. Интересно, что производитель указывает, что монитор Audio Silver требует усиления, начиная от 30 и заканчивая 120 ваттами, потому что их максимальная мощность 120 ватт. Но интересно, что вот этот ламповый квад со своими 12 ваттами, даже не выкрученными на полную катушку, полностью справился и совладал с этими монитор-аудио. Также мы слушали эти соточки с Cambridge Audio 150 EVO, мы слушали с Audiolab, мы слушали с маленьким интегральником Riga IO, обзор на который ты, кстати, тоже можешь посмотреть, он у меня присутствует. И мощность этого Riga IO составляет всего 30 Вт на канал. И ты знаешь, этого тоже достаточно для того, чтобы эта потрясающая акустика работала. То есть при выборе усилителя, в принципе, можно быть достаточно вариативным. Они хорошо играют как и с большими мощными усилителями, так и с маленькими немощными. Полное описание технических характеристик ты найдешь ниже по ссылке. Что же можно в целом сказать о звуке, ребята? Ну, монитор аудио удалось добиться очень точного, качественного и вовлекающего звучания. Акустика быстрая, она однозначно очень быстрая, и за те деньги, которые
просят за монитор аудио, ну, найти акустику быстрее на самом деле трудно. Потому что, например, при прослушивании, ну, таких монстров металла, как AC/DC, ты можешь слышать все. Конечно же, не хватает немножечко баса, потому что, ну, все-таки это полочная акустика, и при прослушивании AC/DC, ну, все-таки просится добавить сабвуфер. Но, тем не менее, количество баса все равно достаточно для того, чтобы получать удовольствие. Ты слышишь и вот этот металлический дисторшн, ты слышишь металлические тарелочки, которые звучат четко, ясно, отчетливо, полновесно. Ты слышишь этот хриплый голос, который абсолютно отдельно стоит по центру, и объемность и вот это сценическое пространство, которое ты слышишь, которое ты буквально чувствуешь и ощущаешь при прослушивании музыки с помощью этих силверов, они на самом деле создают ощущение присутствия на концерте, создают ощущение присутствия при исполнении музыкальных композиций. Они хорошо играют с металлом, они хорошо воспроизводят инструментальную музыку, они хорошо играют вокал. Они прекрасно справляются с Yellow. В принципе, какие у них недостатки? Да у них нету недостатков. Недостаток только тот, что если ты возьмешь монитор Audio Silver в черном лаковом покрытии, то при прикосновении пальцев у тебя на самом деле на корпусе останутся отпечатки. Это их, наверное, единственный недостаток. При прослушивании инструментала ощущение присутствия в концертном помещении, оно воссоздается настолько ясно и четко, что, в принципе, у меня создалось впечатление, что я прослушиваю акустику гораздо более высокой ценовой категории, чем вот эти силверы. Потому что обычно такое ощущение можно поймать, когда ты слушаешь акустику, ну, скажем так, ценой в 3, в 5 тысяч евро. Но здесь за те деньги, которые за них просят, ты уже это получаешь. Это здорово. В принципе, с каждым усилителем эта акустика звучит по-своему. Например, с Cambridge Audio 150 EVO они звучат достаточно ярко, достаточно быстро. И на мой вкус немножечко с приподнятой серединой и немножечко с приподнятым верхом. Но зато с ламповым квадом они звучат просто восхитительно. Звучание теплое, оно струится, оно достаточно мощное. С квадом, конечно же, немножко упрощается басовая составляющая, потому что все-таки это ламповый усилитель. И у всех, у большинства ламповых усилителей есть такая особенность при воспроизведении басовой составляющей музыки. Но в целом, ребята, это шикарное звучание, оно масштабное, оно большое, оно четкое, ясное, и его звучание превосходит ценовую категорию, в которой эта акустика находится. Еще хочу сказать тебе, что канал Premium Hi-Fi развивается, и для улучшения качества видео, для улучшения качества звука мне необходимо постоянно обновлять оборудование, на котором я снимаю видео. Под видео ты можешь найти кнопочку «Спасибо» и нажимай «Спасибо». Все спасибо, все донаты, полученные от тебя, отправляются на обновление оборудования для съемок новых видео. На этом все, дружище. До новых встреч.